Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, как с помощью мытья полов вы можете привлечь деньги, изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Друзья, очень важная ценная информация, поэтому рекомендуем вам просмотреть это видео от начала до конца. Вы знаете, каждый человек мечтает о том, чтобы в его жизни было достаточно денег, а финансовое положение было стабильным, так как когда оно такое, это не только уверенность в завтрашнем дне, но и возможность рассчитать свои планы на будущее, например, покупку недвижимости, транспорта или же осуществление поездки в какое-то красивое или интересное место. И для этого очень важно с денежной энергией иметь крепкую связь. Есть те, у кого такая связь устанавливается сама собой, но процент таких людей очень маленький. Таких людей денежная энергия по каким-то важным для нее критериям выбирает сама, но в основном для того, чтобы она пришла в жизнь человека, ему нужно над этим поработать как в физическом плане, так и в моральном. Даже если жадный как человек, который не умеет распоряжаться деньгами, будет много работать, к сожалению, он не сможет привлечь денежную энергию в нужном количестве, и она будет то появляться в его жизни, то исчезать. Но он будет далек от стабильного финансового положения. Не придет денежная энергия и к злым, завистливым людям, которые не умеют выставлять приоритеты в своей жизни, не умеют ценить все то, что получают, и всегда в чем-то недовольны. Денежная энергия – это особая энергия, которая самая чувствительная и всегда знает, что у данного человека на уме. Человек может быть обманут, порой даже сам себя, но у него не получится ввести в заблуждение именно денежную энергию. Если человек лежит на диване, ничего не делает и постоянно повторяет, что деньги его не любят, он допускает одновременно две ошибки таким действием. Во-первых, он ничего не делает, чтобы деньги к нему пошли, не старается это изменить, а только лишь сам себя обманывает. А во-вторых, он ставит перед собой энергетическую стену, не давая денежной энергии поступать в свою жизнь. Ведь говорит, что деньги его не любят, но он принимает это и снова таки не пытается ничего сделать для того, чтобы деньги его полюбили, появились в его жизни, и у него открылись новые перспективы. Ему нравится ничего не делать. Но чтобы окружающие его не осуждали, он как бы проговаривает, что в этом не его вина. Ну, а есть люди, которые, наоборот, всячески стараются привлечь деньги в свою жизнь. Они не принимают денежные проблемы, так как не опускают руки и стараются всеми возможными способами доказать денежной энергии, что готовы жить по ее правилам, что готовы много работать, учиться управлять различными энергиями и денежной в том числе. Их не пугает, что они, изначально выбрав такой жизненный путь, будут много энергии и времени тратить на то, чтобы укрепить эту связь, а не на то, чтобы отобрать у окружающих людей то, что считают должно быть в их жизни. Также в помощь таким людям через время приходит и Вселенная, так как видят, что они знают, что для них важно. Они не соглашаются с тем, что их не устраивает, и с тем, что им не нравится. Они желают жить лучше, иметь перспективы и счастливую жизнь. И вы знаете, если вы решили укрепить связь с денежной энергией или притянуть ее в свою жизнь в большом количестве, многие задаются вопросом, а как же правильно это сделать? Давайте разбираться. Во-первых, нужно отпустить из головы все плохие мысли. Даже если у вас есть какие-то на данном этапе жизни денежные проблемы, настройтесь на то, что это временно и что очень скоро данные проблемы закончатся. Не стоит забывать, что чем больше чувств и сил вы будете вкладывать в то, чтобы притянуть в свою жизнь правильные мысли, тем скорее это произойдет. Затем вам нужно решить, сколько денег вы хотите получить в свою жизнь в самое ближайшее время. Но вы должны понимать и то, что это должна быть реальная сумма, не какая-то космическая или абстрактная. Так как если денежная энергия увидит, что вы не понимаете того, как установить с ней связь, и что не готовы принимать ее в небольших суммах, не придет.
Во-вторых, вы должны знать, для чего вам нужны деньги. Например, для покупки жилья, для того, чтобы сделать своих близких более счастливыми людьми, для того, чтобы купить большой холодильник, раздать долги. Если вы будете говорить, что деньги нужны вам, то для того, чтобы купить платье, как у соседки, или машину, как у сотрудницы, ничего из этого не выйдет. И как бы вы ни старались, вы не сможете притянуть денежную энергию в свою жизнь. Когда правильно подготовите свое мышление, будьте уверены, далее у вас все получится просто и обязательно результат будет таким, как вы желаете. Наши предки передали нам много учений, которые действительно способны помогать в жизни, делая ее счастливой, успешной, перспективной и богатой. Главное не лениться и использовать это все во благо себе. Для того, чтобы привлекать денежную энергию в дом, нужно научиться правильно мыть пол. Ведь когда денежная энергия поселится в вашем доме, она быстрее придет в жизнь тех, кто в таком доме живет, и переплетется в сильную связь с их энергетическим полем. Итак, наберите водички. Желательно это делать в первой половине дня. Положите 8 монет белого цвета и 8 монет желтого цвета. Далее опускайте монеты по одной и при этом проговаривайте на каждую такие слова. Монетку в воду кладу, деньги привлекаю. Денежной энергией воду заряжаю. Далее 8 кристалликов соли. Так оно должно заряжаться не менее чем 3 часа. Когда будете готовить данную денежную воду, нужно находиться в прекрасном расположении духа, улыбаться. Ни в коем случае не грустить, думать только о чем-то хорошем. Когда будете мыть пол, делайте это все не спеша. Чаще мочите тряпку, которой моете пол. При этом постоянно проговаривайте такие слова. Денежная энергия, думаю, наполнит семью, всю собой окружит. Проблемы денежные тревожить не будут, а безденежье и вовсе убежит. Когда проделаете это, монеты нужно вынуть, хорошо промыть под проточной водой и разложить на подоконнике, чтобы они просохли. До следующего раза, когда вы будете мыть полы и проделывая вот такое вот простое действие, вы увидите, как денежная энергия начнет приходить в ваш дом. Вы знаете, что зеркало – это очень сильный энергетический предмет, и он действительно способен помогать человеку притягивать различные энергии, если знать, конечно же, как его использовать. Для этого оно обязательно всегда должно быть чистым, на нем ни в коем случае не должно быть потеков, пятен, сколов и трещин, так как такое действие будет играть противоположную роль тому, что вы будете желать и с его помощью получите в свою жизнь. Далее. За каждым зеркалом в доме нужно нарисовать знак бесконечности и на него приклеить купюру, в которой есть в номере цифра 8 или монету желтого цвета, постараться самого большого номинала использовать. Когда будете это делать, проговорите при этом такие слова: изобилие и богатство дом мой наполняют, зеркало помогает, все это в большом количестве излучает. Так в жизни каждого человека, который будет смотреть в это зеркало, будут происходить обязательно финансовые изменения, а энергетика жилья будет переплетаться с энергетикой денег. Если были какие-то денежные проблемы, обязательно все решится, а сбережения, которые имеются, обязательно получится приумножить. Далее веник. Вы знаете, веник – это достаточно сильный оберег для дома, поэтому к нему нужно относиться аккуратно. Ни в коем случае нельзя его кидать во время уборки, бить ним об стену, угол, порог, так как таким действием вы выгоняете из дома благополучие и привлекаете ссоры, скандалы, недопонимания и так далее. Если веником ударить кого-то из членов семьи, то это сделает такого человека ленивым. Может даже сбить его с верного пути, окружив сильным негативом. Веник должен быть целым. Нельзя допускать, чтобы он был истрепанным или же разваливался, так как это притянет в дом разрушительный негатив, который будет способен разрушить даже семью, наполнить дом проблемами и конфликтами. Поэтому всегда старайтесь вовремя менять веник и следить за его состоянием. Веник способен выметать из дома любое зло, помогать домовому справляться с негативом и привлекать в дом деньги, успех, удачу, благополучие. Для этого в ручке веника нужно разместить 3 монеты самого большого номинала, любого цвета и 1 купюру, после чего вокруг ручки обмотать 3 нитки
Белая будет притягивать светлые энергии, зеленая будет притягивать деньги, ну и, конечно же, красная. Именно это и будет защищать дом и членов семьи от недоброжелателей. Нельзя подметать в доме в понедельник, потому что таким действием вы разорвете связь с денежной энергией и привлечете денежные проблемы. Во вторник можно подметать тем людям, которым на данном этапе нужны деньги, так как они смогут эти деньги получить в свою жизнь. Когда будете подметать, проговаривайте такие слова: сильную энергию данного дня в помощь призываю, к венику взываю, мне помоги, нужную сумму в дом примети. В среду стоит воздержаться от таких действий, так как в дом придет крупная трата. Если не перестать это проделывать, то может прийти безденежье. В четверг нужно подметать обязательно. Это поможет избавиться от любых долгов. С легкостью сможете отдать все кредиты, а также укрепить связь с денежной энергией. Когда будете подметать, обязательно проговаривайте такие слова: деньги окружают, проблемы решить помогают. Денежная энергия ощущает, что ее уважаю, и правила, связанные с ней, соблюдаю. Веник помогает, связь нашу на энергетическом уровне укрепляет. В пятницу лучше воздержаться от данного действия, так как можно потерять деньги. Но если очень сильно нужно подмести, тогда проговорите трижды перед этим такие слова: веник я разок подмету, негатив и денежные проблемы не привлеку. Наоборот, все зло изгоню и счастье завлеку. Так вы обезопасите себя от денежных потерь и притянете светлые энергии. Но это проделывайте только в том случае, если не можете отложить данное действие на другой день. Не злоупотребляйте. В субботу хорошо подметать, поэтому, и даже если ваш дом не нуждается в уборке, все равно проделывайте такое действие. Ведь благодаря нему деньги будут приходить в ваш дом, а придерживаясь этого правила, вы сможете разбогатеть. Когда будете подметать, не забывайте проговаривать такие слова: деньги дом наполняют, богатство привлекают. Мы его ожидаем, с большим удовольствием принимаем. В воскресенье нельзя не только мести, но и вообще убирать в доме, не прислушиваясь к этому правилу. Иначе вы утратите связь с денежной энергией и не сможете ее восстановить, нейтрализовать негатив от данного действия. Также нельзя, поэтому все-таки не рискуйте, чтобы потом не пришлось жалеть. Не стоит забывать и то, что веник должен находиться постоянно вверх щетиной. Так он будет привлекать благополучие и финансы в ваш дом в большом количестве. Часто в нашем доме по незнанию накапливаются вещи и предметы, которые способны притягивать не только ненужные энергии, но и безденежье. Такого нельзя допускать, поэтому тщательно нужно подбирать все то, что собираетесь вы принести в дом. И, конечно же, перебирать то, что его наполняет. Тем людям, которые не умеют вовремя избавляться от ненужных и старых вещей, не получится с легкостью разбогатеть, даже если они будут и много работать. Для того, чтобы новые светлые энергии начали поступать в ваш дом, избавьтесь от тех вещей, которые тянут за собой прошлое, навязывают вам негативные воспоминания. Их не должно быть в вашем окружении. Как только вы это сделаете, вы сразу ощутите, как в доме станет намного комфортнее и приятнее находиться. Ваша кладовка и шкаф должны быть наполнены только тем, что вы используете в жизни, тем, что вас будет радовать, иначе ничего хорошего и нового не придет в вашу жизнь. Ему просто не будет куда прийти, так как все будет заполнено старыми энергиями. Если вам что-то не нравится, отягощает вас, с легкостью избавляйтесь от этой вещи. Надоел сервант, смените его на другой. Диван стал неудобен, не жалейте, поменяйте его. Даже если он служит вам много лет, не бойтесь. То, что появится у вас впоследствии, будет намного лучше, комфортнее и удобнее. А также следом придут и нужные энергии. Есть простой закон Вселенной. Место не бывает пустым никогда. Когда что-то уходит, обязательно приходит что-то новое. Старайтесь обновлять то, среди чего вы живете, а также то, что вы на себя надеваете. Это не только сделает вашу жизнь лучше, успешнее и комфортнее, но и притянет денежную энергию в нужном количестве. Ведь деньги нужны для того, чтобы быть счастливым человеком. И именно денежная энергия будет помогать делать вам связь с деньгами более крепкой.
Для того, чтобы стать богатым, нужно обязательно и впустить свою денежную энергию обязательно в свою жизнь. А также не только нужно много работать, как многие думают, но и выбрать свой индивидуальный жизненный путь. Ну и поддерживать чистоту, уют в своем доме, а также дружную, любящую атмосферу. И тогда с деньгами никогда не будет проблем. А денежная энергия будет поступать в вашу жизнь в нужном количестве в те моменты, когда вам будет нужна, благодаря чему вы сможете многое себе позволять и открывать те дороги, которые ранее были для вас закрыты. Очень важно, чтобы вы соблюдали правила уборки. Вам стоит следовать этим простым, но действенным советам, которые передались от наших предков. И тогда и счастье, и успех, удача, деньги, любовь всегда будут в вашем доме. Используйте, друзья, эти важные советы в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Но прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие, друзья, рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.